Приветствую, друзья! Данное видео о том, как я уехал жить в заброшенную деревню на 7 дней. Видео было снято в 2021 году, но по определенным причинам вышло только сейчас. Приятного вам всем просмотра. Все, я выехал из города, движение стало посвободнее, немного расскажу, куда я еду. В этот раз я еду по другой дороге. Я еду в город Бобруйск к своему брату, для того, чтобы взять у него ключи. В этот раз мне очень просто позарез необходимо электричество на участке. Почему? Потому что я собрался чинить крышу. А там электроинструмент, болгарка, дрель. Ты охуел? Бородач, блядь. Вот он. Вот он. Славка, прости, опоздал немного. Давно ждешь? Ну, полчаса точно. Больше. В общем, даже особо далеко я не пойду. Здесь видно, что полное Ж. Все заросло вообще. Надо сначала очистить, а потом уже дальше всем заниматься. Конечно, тут просто реально трава по пояс. Реально трава по пояс. Ладно, в общем, чего тут раздумывать. Приступай к работе. Травы, конечно, много, она высокая. Но и я, скажем так, не из мягкого теста сделан. Что, а почистить это я могу. Начал косить, и покос будет не быстрым, конечно, не быстрым. Тут дело не только в том, что все заросло, потому что я хочу еще выкосить под самую землю, чтобы здесь вообще чистенько было все убрать. Поэтому больше не буду на съемке особо отвлекаться. Может, еще пару таймлапсиков, пару планчиков сниму. И вперед, еще потом чесать это все. Но главное скосить, хотя бы начать. В общем, кошу уже без перерыва, уже тороплюсь, чтобы все убрать, потому что вроде и тучи какие-то начинают. Мне любезно согласился помочь Александрович. Вот. Поэтому я думаю, до дождя все успеем. Как обычно, остался маленький кусочек докосить. Совсем маленький, и бензин закончился. Это бензин с маслом. Ну, ты хватишь. И это уже не первый раз такое, кстати. Ну, ты расшиту сколько надо, понимаешь. На. Все уже, сейчас. Осталось совсем чуть-чуть. Чуть позже, спустя часа 3-4, приехала моя семья. Мы так договаривались, что я сначала уеду, там немного все приведу в порядок, а потом они приедут. Я буду смотреть, снимать, то есть. Вот таким образом, с помощью закопанного провода в землю я провел электричество от другого дома.
Когда участок был почищен и все бытовые дела улажены, мы поехали кататься на мотоблоке. Хочу сказать, что мотоблок — это одно из самых интересных развлечений в деревне. Особенно это понравилось детям. Да и просто интересно вечером прокатиться по пустынным улицам, по заброшенным деревням на закате. Вечером мы сделали шашлыки, и чуть позже мне стало совсем хорошо. А вот это я на утро, и я жалею о том, что мне было вчера вечером хорошо. После обеда я съездил, набрал песка и сделал детям песочницу. Гоша мне дал рамку для песочницы, получилось замечательно. Здесь я докорчевываю куст, который всю жизнь стоял между сараем и навесом. Вот, ну я его давно хотел убрать, и вот сейчас решил его выкорчевать без остатков. То есть я продолжаю чистить участок. И убирает, работает. Ну и вечером, как обычно, мы собрались, сели в мотоблок и поехали по окрестным деревням. Надо сказать, что мотоблок, точнее прицеп к мотоблоку у меня сделан из прицепа МАЗ Зубренок. Он имеет амортизаторы и очень мягкий на ходу, то есть сзади ехать на нем одно удовольствие. Ну, здесь я на кадре какой-то грустный, и, наверное, это я показываю, сколько мне нужно, чтобы стать веселым. Да. На следующий день я решил пообрубать ветки из деревьев, которые росли низко и свисали. Таким образом, на участке стало гораздо больше света. По 8-й день отдыха. Вот здесь хорошо видно, во что уже превратился участок после того, как я сюда приехал. Ну и следующий этап было перекрытие крыши, точнее мне нужно там было накрыть конек, потому что старый уже сгнил. Вот я купил оцинковки, залез на крышу, ну и все саморезами, длинными специальными для крыши. Все это прикрепил. Спустя 3 часа времени, или даже 4, конек наконец-то водружен на свое место. Мне кажется, получилось просто замечательно. Все закреплено. В этот день, или, по-моему, в следующий, жена уже уехала с детьми домой. И я остался дожидаться брата, который должен был приехать. В это время я решил перебрать полочки, собрал много металла старого, ненужного, отдал его Гоше, чему он был очень рад. Ну и мне осталось дождаться только брата. Сегодня понедельник уже 6 часов вечера. Ко мне приехал брат. Честно говоря, с пятницы там, или с субботы я не снимал, ленился немножко снимать. Да, особо нечего было, что там покатался на Березину. Сейчас позвонил, он, еду его забирать. Посмотрим, что он наловил. Вот он, момент истины. Ну что? Карася выпустил. Покажи, показывай. Поехал. Я его Не, надо говорить, поймал рыбу вот с таким глазом. Да-да-да, и руки мне не закручиваются. Короче, рыбаки ловили рыбу, а поймали рака. И вообще здесь замечательно. Все просто превосходно. Ну что, братишка, спасибо за душевный прием. Замечательный день сегодня. День встречи с дорогим мне братцем. Такой улов сегодня. В этом хорошем месте. Видел карася, я смотрел ему в глаза. Он мне подмигнул, сказал: отпусти. Все, молодец, кто заехал. Нет, братишка, спасибо, что принял. Бро, писать. Бро, GoPro. Просто писать. Вот такой мы закат. Правда, комаров много, но ничего. Мазака. Зато какой закат красивый. Я стакан даже спрятал. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня. Утро следующего дня. Как себя чувствуешь? Выспался? Похмеляюсь. Отправил Эдуарда на первое серьезное и важное деревенское задание. Посмотрим, как он справляется.
Легко. Ничего себе. Сегодня будет жаркий день у нас. Поэтому сегодня ходить не будем, будем кататься весь день. На мотоблоках. В прошлом году я приезжал, дом еще здесь стоял. Я даже его снимал. А сейчас дома уже нет, его разобрали. Все, что осталось. Приехали уже во Владимировку и стоит машина, приехали, здесь видно улей есть. Бортники пошли, немножко загородили нам путь, поэтому приходится кусок пути проделывать нам пешком по высокой траве, что не очень хорошо. Это уже конец. Да, добрались наконец-то. Да, Ленка. Твоя родина. Все, что осталось. С этой стороны, с темной стороны дома. А здесь уже лес. Да, здесь уже наступил лес. Нашел я все-таки проход в дом. Все, кто тут ходит, это только мародеры с металлоискателями. Вот так уже все. Вон там еще 2 дома должно быть. Вот видно, улица была. Да, нашла, даже доходила туда аж. Тут была улица, а сейчас леса. Просто здесь растут леса. Сегодня у нас в меню макароны по-флотски с грудинкой. Грудинка запакованная, макароны Распакованные. распасованы. Живу при. Что у нас сегодня на обед? Сегодня классная макарошка. Ой, вкусно как пахнет. Перемешку с чем? Перемешку с чем попало, но это была грудинка. У нас королевский обед. Да, легким движением руки. Эдуарда. Да, и У не нас только. Просто очень вкусные макарошки. Очень вкусные макарошки. Ой, еще грудиночка. I got gifts, but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents inside. В этот прекрасный вечер хочется пожелать этому прекрасному месту, в котором мы находимся с моим дорогим братом, все-таки дождаться нас в следующий раз. Чтобы это место было всем в радость. Чтобы это место всегда было для наших детей будущим. Поэтому спасибо моему брату, который старается в меру своих возможностей и сил сберечь это дорогое место для многих. А это нужно, потому что трамплин здесь хороший. И трамплин хороший, и память здесь вот какая. Поэтому, братишка, за тебя. И беспредельно. 2021 год. Ковид в самом разгаре.
Мы на самоизоляции. Июнь. Полная изоляция. Лекарственные средства. Замечательный вечер, братан, мне Мы только устроил. начали отдыхать, Так что мы начали. продолжаем замечательно отдыхать. Так, GoPro. Утро следующего дня. Нас утро встречает прохладой. И мы во главе с Белым Тигром Да, решили сделать крышу. амуры. Посмотри, там края должны совместиться. Вроде процесс недолгий, поэтому все-таки мы ее хоть частично накроем. Правильно? Обязательно. А то и всю. Как же без этого? Тигры могут все. Почистил навес. Очистил доски от рубероида. Ну и сейчас вот ветку эту спилю, чтобы она не мешала и вообще тень не создавала. И палки с нее не летели. И буду накрывать уже рубероидом и прибивать. И в этот прекрасный Завтрак. солнечный день Эдик, стакана нет, все, можешь кушать. приятного всем аппетита. Приятного. Братишка, приятного аппетита. Главное очистить вот это вот самое, ну как сложно, не сложно, а просто все это убрать, щеткой почистить все действия, а потом просто ложи да набивай доски. Все, я тебе снимаю, делай вид, что ты работаешь. Вон даже доска поехала. Все нормально. Вот так и работаем днями, не покладая рук. Не покладая рук. Все нормально. Вот, уже перекрыли почти все. Часть дров принесли, сложили под навес, что сделали, тут накрыли почти весь. Сейчас решили с братом сделать доброе дело. Увидели, когда ездили на кладбище, упало дерево. Да, чтобы наши взрослые нас не ругали. Да, ну не на Сделаем нашу, доброе. ну там какие-то. Да, на чью-то могилку На чью-то упало дерево, могилу, да. ограду сломала. Ну, уберем, потому что вряд ли здесь кто-то это будет делать, поэтому погнали. Ну, наконец-то Гоша поймали, а? О, кому? Короче, Нормально. едем на кладбище. Вчера заезжали, дерево упало на чью-то могилу и на ограду. Так мы, ну кто там будет убирать? У нас пила есть, хотя бы уберем. Дерево его. уберем. попилим. Распилим, уберем. Ну вот, короче, дерево так упало. Сейчас он помял ограду, могилы. Сейчас, короче, мы его уберем. Ну все, что? уже все закончили, тент снят, Да, там все на месте, крыша перекрыта. место хочется поблагодарить за то, что принял их. Эти 3 дня терпело всех. Да. Это место, шашлыки. место родины моего брата. Я очень рад, я ему благодарен. Спасибо, братишка. Спасибо, Эти что дни заехал. незабываемые. Классно. Ну, скоро, совсем скоро опять увидимся. Конечно, скоро. Как Юля сказала, танцы нужно повторить. Это неизбежно. Ну, танцы, наверное, не. А может, вставлю танцы? Не Ну. вставлять никому не надо. Братишка, тебе спасибо огромное за прекрасный отдых в этом замечательном месте. Спасибо твоей малой родине. Она тебя всегда ждет. И спасибо, что ты всегда об этом помнишь. Ну и нас не забываешь. Тоже спасибо, брат. Все, спасибо, что заехал. Давай. Короче, Эдик погнал. Да. Я тоже уже еще осталось мне полчасика, часик, и тоже уже буду отчаливать. Все, счастливой дороги, пока-пока. Все, закончилась моя очередная поездка в Дулебню. Надо сказать, она была одна из самых продуктивных моих и самых долгих. Также такой длительности поездка состоялась благодаря тому, что мой троюродный брат Слава, привет тебе, если ты будешь смотреть это видео, и его жена Наташа любезно согласились предоставить мне подключение к свету. То есть я подключился через них, выкопал траншейку, размотал удлинитель. И все эти дни, а было здесь ровно 7 дней, целую неделю, я был со светом.
Поэтому большое им спасибо. Без них, конечно, вот этого всего не состоялось. Потому что без света, я не знаю сколько, дня 2-3 уже здесь особо делать нечего. И заряжаться надо. Плюс еще вечером здесь фонариками этими ходить немножко утомляет. Поэтому как-то так. Всем, кто смотрел видео, привет огромный. И большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забывайте прокомментировать, понравилось вам это видео или нет. Всем пока! Let's